Падение самолета в России, масштабные протесты польских фермеров, а словацкий премьер Фицо приезжает в Украину. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Российская армия продолжает пытаться выбить силы обороны Украины с плацдарма на левом берегу Днепра. Линия фронта остается очень динамичной, и ситуация может меняться в течение буквально суток. Почему масштабные протесты польских и литовских фермеров – это не одно и то же? Один из самых важных вопросов в списке моей компетенции – восстановление лугов и пастбищ. Победное турне Трампа. Еще несколько штатов в активе у 45-го президента США. Она встала, и я сказал: вау, она произносит речь, как будто она выиграла. Она не выиграла, она проиграла. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на наш канал. Это очень важно и совсем не сложно. Поехали. В Белгородской области разбились 27 миллионов долларов. Вместе с ними 63 человека на борту. Телеграм-каналы пишут, что все находившиеся в самолете погибли. Ил-76 упал под Белгородом и взорвался. Мы не можем показать видео крушения тут. По правилам Ютуба, все видео есть в нашем Телеграм-канале. По идее, этот самолет должен перевозить десант до 126 человек или грузы до 60 тонн. Кто был на борту, пока неизвестно, и подтвердить или проверить, естественно, во время войны это невозможно. Российская Минобороны пишет о том, что на борту находились 65 военнопленных, которых якобы готовили на обмен. Эта информация появилась после предположения о том, что именно силы обороны Украины сбили самолет над Белгородской областью. Поражение самолета осуществлено вооруженными силами Украины из района населенного пункта Липцы Харьковской области с применением зенитно-ракетного комплекса. Радиолокационными средствами ВКС России наблюдался пуск 2 украинских ракет. На борту самолета находилось 6 членов экипажа, 65 украинских военнослужащих для обмена и 3 сопровождающих их российских военнослужащих. Экипаж и все пассажиры самолета погибли. Украинское руководство прекрасно знало, что по сложившейся практике сегодня будет осуществлена перевозка военно-транспортным самолетом на аэродром Белгород украинских военнослужащих для обмена. По достигнутой ранее договоренности данное мероприятие должно было состояться во второй половине дня в пункте пропуска Колотиловка на российско-украинской границе. И тем не менее нацистский киевский режим пошел на данный шаг, преследуя цель обвинить Россию в уничтожении украинских военных. И тут же появляется реакция в Госдуме. После того, как 2 важных и дорогих российских самолета были подбиты над Азовским морем, никто обращений не делал. А прошла уже неделя. Здесь несколько часов, и Володин предлагает писать в Госдеп. Есть предложение все-таки разобраться, какие ракеты и пусковые установки были использованы. Давайте подготовим обращение к Конгрессу Соединенных Штатов Америки и Бундестагу Германии для того, чтобы депутаты наконец-то прозрели, кого они финансируют, кому помогают. Это нацистский режим. Будем следить тут за развитием событий в условиях войны. Напомню еще раз, в том числе информационной, проверить информацию практически невозможно. Российская армия продолжает пытаться захватить Крынки, отбить контролируемый силами обороны Украины плацдарм на левом берегу Днепра, и в который раз у них это не выходит. Линия фронта остается очень динамичной, и ситуация может меняться в течение буквально суток. Если даже в каком-то населенном пункте, которые, как правило, являются уже разрушенными полностью российской армией, и пытаются продвигаться они вперед, то буквально там в течение нескольких часов определенные контрнаступательные действия с нашей стороны ситуацию могут изменить кардинально. Более того, есть и продвижение на некоторых участках фронта. Если мы говорим о левом береге, там вопрос стоит и о расширении тех плацдармов, которые сегодня завоеваны с осени прошлого года вооруженными силами Украины, ну и, соответственно, на других направлениях тоже. К тому же, после одного из последних штурмов оккупантами позиции сил обороны у одного ликвидированного боевика были найдены белорусские документы, военный билет офицера запаса вооруженных сил республики.
Украинские медиа пишут, что штурмовал Крынки он в составе новосозданной 104-й десантно-штурмовой дивизии оккупантов. Только военный билет был выдан уже после начала широкомасштабного российского наступления в 1922 году. Результаты 18-й встречи в формате «Рамштайн» известны только в целом. Украина получит новый пакет вооружения, которое позволит эффективно поражать врага как на линии фронта, так и в тылу. Украина получит усиление ПВО и оружие для нанесения глубоких ударов, то есть далеко за линию фронта. Есть полное понимание партнеров, что нам это оружие нужно, и обязательство работать над тем, чтобы предоставлять Украине больше оружия для подобных ударов. Первый «Рамштайн» в этом году можно назвать позитивным. Немного умеривает пыл тех, кто говорит о том, что помощь Украине закончилась и Запад не готов помогать дальше. Получением Украиной новых многофункциональных истребителей F-16, ну и, как заявляют в Министерстве обороны и Генеральном штабе Украины, в тех же в воздушных силах Украины, номенклатура, она может расшириться и не ограничиваться только F-16. И, естественно, вот с получением новых воздушных средств могут появиться и новые дальнобойные ракеты класса «Воздух-Земля». Словацкий премьер Фицо, известный своими пророссийскими заявлениями и нежеланием поддерживать Украину предложениями отдать России часть территорий, прибыл в Ужгород для встречи с украинским премьер-министром. Детали мы с вами обязательно обсудим. Все обновления будут появляться в нашем телеграм-канале. Подпишитесь и на него. Парламент Турции одобрил вступление Швеции в НАТО. Теперь документ, ратифицированный парламентом, должен подписать президент. Стокгольм внес изменения в свою конституцию в соответствии с соображениями безопасности, о которых просила Анкара. Что изменилось за этот 20-месячный период времени? Отчего Швеция отказалась с точки зрения своих традиций, своей культуры? Чему она сказала «да»? Когда мы внимательно смотрим на это, мы видим следующее. Швеция изменила свою конституцию. Швеция приняла правовые меры. Швеция арестовала и судила людей, связанных с РПК. Поэтому вместе с этим были разработаны механизмы, назначены представители. Чувством безопасности Турции, ее чувством в отношении борьбы с терроризмом было уделено внимание. Получается, что последними, кто не согласовал вступление Швеции в НАТО, осталась Венгрия. В Харькове из-под завалов достали тело 9-летней девочки, то есть число погибших после российского удара по городу выросло до 8 человек. Всего во время утреннего удара по Украине 23 января погибли 19 человек, еще около 130 получили ранения. В Польше стартует новая волна протестов фермеров. Теперь они намерены перекрывать дороги по всей стране, а не только границу. Масштаб блокировок можно оценить по карте. Акции запланированы более чем в 150 местах по территории страны. Это будет не совсем блокада, но медленное движение колонны или демонстрации вдоль дороги. Фермеры говорят, что они оказались в невыгодном положении, поскольку обязаны соблюдать определенные правила и тратить дополнительные ресурсы на экологические меры, на защиту окружающей среды, в то время как эти требования к производителям из третьих стран не применяются. Они также призывают разработать стратегию по интеграции Украины в Европейский Союз в сфере сельского хозяйства с учетом разделения на отдельные секторы. Протестуют и в Литве, там 1000 тракторов въехали в центр Вильнюса. Фермеры протестуют против сельскохозяйственной политики, повышения акциза на сжиженный газ, отмены льготной ставки акциза на грузовики и восстановления постоянных пастбищ, расширение заповедников. Прежде чем отправиться в Вильнюс, столицу Литвы, некоторые из них собрались в других городах. Мы надеемся, что нас наконец-то услышат. Министр думает, что мы едем, чтобы хорошо провести время. Он связывает это с выборами. Но мы уже 3 года пытаемся донести до него, что он ошибается. Однако нас никто не слушает. То есть это не связано с выборами и точно не связано с Украиной. Значит, европейское законодательство против фермерских хозяйств.
Мы разговариваем с фермерами. Один из самых важных вопросов в списке моей компетенции — восстановление лугов и пастбищ. Мы хотим найти решение и нашли бы, если бы не были ограничены европейским законодательством. Поэтому мы ведем переговоры с Европейской комиссией. Трамп побеждает на праймерис в Нью-Гэмпшире. Это уже не первая победа в Штатах, несмотря на суды и проблемы с выдвижением на выборы. В своих речах он продолжает унижать своего единственного оставшегося соперника, бывшего посла Штатов в ООН Ники Хейли, которая поклялась продолжать борьбу, несмотря на поражение. Она встала, и я сказал: «Вау, она произносит речь, как будто она выиграла». Она не выиграла, она проиграла. И знаете, на прошлой неделе у нас возникла небольшая проблема. И если вы помните, Рон Десантис был очень расстроен, потому что она прибежала и притворилась, что выиграла Айову. Я оглянулся и сказал: «Разве она не заняла 3-е место?» Да, она заняла 3-е место. А потом я посмотрел на опросы. Она говорила о наибольшей способности победить. Кто победит? И я поставила одну. Не знаю, видите ли вы это, но я выиграл. Мы выиграли почти все опросы за последние 3 месяца против продажного Джо Байдена. Почти все опросы. Она не выигрывает эти опросы, и она не выигрывает эти. Это не типичная победная речь. Ну давайте не будем позволять кому-то брать победу, когда у нее была очень плохая ночь. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии. Это важно знать то, что вы думаете. И не забывайте подписываться на наш канал, ведь так нас становится больше. На этом все, до встречи и хороших вам новостей.